Всем привет, меня зовут Валерия, и сегодня у нас будет немножечко литературный мейкап, то есть мы будем краситься и обсуждать последние новости, которые у нас произошли. Для начала я использую вот такую базу под макияж. Фишка этой базы в том, что я могу летом ее использовать как обычную тональник, потому что она имеет такую текстуру, которая плохо выдавливается. И первая новость, которой я хочу поделиться, это то, что я съездила на выходных в Санкт-Петербург вместе со своим университетом. Кто на моем канале в первый раз, рассказываю, я учусь в МГУ на историческом факультете уже на 4 курсе. Вообще, это была моя первая поездка, которая не имела цели под собой. Я сейчас вам объясню, что это значит, потому что я уже, если в целом поездки от университета, это моя 4-я поездка, потому что на 1 курсе у меня была археологическая поездка в Новгород, на 2 и 3 курсах я ездила в Псков и в Смоленск, потому что я выступала на праздниках в этих городах, и это тоже была поездка от университета. А поездка, которая подразумевает под собой просто прогулки и экскурсии, у меня такой с университетом еще не было. И что хочу сказать, я очень удивлена. Мы были в Кронштадте, ребята, которые живут в Кронштадте, это вау. Мы были в большом парковом комплексе, который отстроили сравнительно недавно. И поэтому там было все очень новое и все очень классное. Но больше всего меня восхитило это подход к морю. Ну, просто невероятно. Я не знаю, там столько энергии, там столько спокойствия. И это просто невообразимая красота. Петербург, одни положительные эмоции. Минуточку. Мы не были в Эрмитаже, мы не были в Петергофе. У нас была экскурсия, посвященная доходным домам в Санкт-Петербурге. Это была экскурсия на автобусе, что было весьма кстати, потому что мы с поезда сразу прыгнули в автобус, а к отелю приехали только в 11 вечера, поэтому мы все были очень рады, что первый день у нас был полностью с автобусными экскурсиями. В первый день мы также посетили Михайловский замок, но мы были уже под конец дня, немного уставшие, поэтому не могу сказать, что у меня какие-то особенные эмоции. Замок, красиво, замок. Там убили Павла Первого, но мы, как историки, мы это, конечно, уже изучали. Но в целом я очень рада, что мы там побывали, потому что я никогда до этого ни разу не была в Михайловском замке. На 2-й день поехали в Кронштадт. Опять же, слова любви, море любви к Кронштадту. Очень классный город, мне понравился даже больше, чем Петербург. Есть немножко такого. Конечно, Петропавловская крепость, к сожалению, просто небольшая обзорная экскурсия по ней, без посещения захоронений императоров, захоронений Романовых. Без этого всего. Просто небольшой осмотр, экскурсия, а также вот это вот забавный памятник Петра Первого. Тем временем я нанесла базу, использую теперь консилер для того, чтобы скрыть небольшие вот такие вот мелкие моментики, а также подготовить глаза для макияжа и вообще всю эту зону глаз. Да, я использую консилер как базу под тени. Следующая новость, которая стоит у нас на повестке, это то, что вышел трейлер «Преступление и наказание». И 20 августа вышел трейлер, который должен приоткрыть нам завесу, о чем же будет идти речь в сериале. Я уже прочитала описание сериала, и там сказано, что действие будет происходить у нас в Санкт-Петербурге 21 века. Поэтому и сериал, можно сказать, по мотивам самой книги. Сказали, как нам обещают авторы, они немножечко видоизменят оригинальный текст, адаптируют его по 21 век, но суть должна остаться по идее та же, как нам обещают судьи из описания. Что ж, честно говоря, я не особо люблю смотреть киноадаптации классики, потому что очень редко встретишь хорошую киноадаптацию. Я помню, что в конце 11 класса я готовилась к экзамену ЕГЭ, и нужно было резко нарастить базу, поэтому я читала «Тихий Дон», «Война и мир», то есть вот эти вот бездонные произведения, где можно аргументы вот для всех позиций почти найти. И мои родители решили показать мне сериал «Тихий Дон». Немного прервемся, я перехожу к макияжу глаз, для этого использую вот такую палеточку. Я сейчас постараюсь
стараюсь сделать такой максимально нежненький. Я пока не знаю, так что сейчас будем творить, будем смотреть, что из этого получится. Мои родители решили показать киноадаптацию Тихого Дона и случайно включили не советскую версию, а современную. Вот, наверное, кто знает, кто тоже пытался смотреть, сейчас понимают, о чем я. Современная версия 2000, не помню какого года. И дело в том, что этот сериал, он открывается весьма отвратительными сценами, в том плане, что он сразу же очень опошляет оригинальный сюжет, текст, то есть когда те смыслы, которые закладывал автор, как будто бы они вообще не раскрываются, и делается акцент вообще не на этом и не об этом. В итоге мы нашли, конечно, оригинальную адаптацию. Скажу сразу, если вы захотите посмотреть адаптацию, о которой я говорю, советскую, тоже будет год, лучше сначала прочитать книгу, потому что эта адаптация как раз для тех, кто читал книгу, потому что там очень много ключевых моментов опускается. Но, ребята, камон, вы кто-нибудь представляет, как должна выглядеть экранизация Тихого Дона? Я напомню, эта книга в несколько раз больше, чем «Война и мир», по-моему, в 2 раза. Немного подытоживая, я хочу сказать, что я очень не доверяю экранизациям книг, но я при этом при всем стараюсь не быть скептиком, который говорит, что экранизация уже фу. Ну, давайте разбираться. Что мы видим? Мы видим Ивана Янковского, который играет роль Родиона Раскольникова, кричащего на середине какого-то моста. Это была сцена, задумана еще при съемках Ивана Янковского в сериале «Топи», который вышел в 2020 году, по-моему, если мне память не изменяет. И эта сцена была очень поддержана режиссером. В процессе работы над ролью в том сериале Иван Янковский купил сборник Мунка, и пролистав этот сборник, он очень сильно вдохновлялся его картинами, и поэтому вот эта сцена, открывающая на мосту, это как раз-таки отсылка к знаменитой картине Мунка «Крик». Скажу я сразу, я не очень люблю Ивана Янковского, киновоплощение Ивана Янковского. Не знаю, мне он совершенно не эмпатичен, поэтому я немножечко с напряжением отношусь к грядущей киноадаптации. Судя по тизеру, можно сказать, что они попытались воплотить вот как раз-таки начальные сцены, когда отсчитывает Родион Раскольников, сколько шагов ему нужно идти до того, чтобы посетить вот этот вот злополучный дом. Очень много наших кинозвезд отечественных собрали в этом фильме. Это и Тихон Жизневский, и Любовь Аксенова. Любовь Аксенова, как я поняла, играет Дуню. Жизневский, возможно, он играет Разумихина, друга. Ну что ж, могу сказать. Я могу сказать, что мне страшно. Скорее всего, смотреть эту киноадаптацию буду. Немного украшу глаза вот таким вот блеском с синим оттенком. Смотреть киноадаптацию я буду. Я очень верю в наше кино. Вроде как там есть актеры, которые вызывают у меня доверие, но при всем при этом не без опаски. Поделитесь, пожалуйста, как вы относитесь к современным киноадаптациям, как вы, особенно отечественным. Вот я хочу уточнить, как вы относитесь к отечественным киноадаптациям. Как вы считаете, нужно ли при киноадаптации переносить историю из одного времени в другое? Как пример, этой весной или вот летом, я точно уже не помню, вышел фильм «100 лет тому вперед», где место действия главного героя где время действия из Советского Союза перенесли в наш 21 век. И многие к этому решению отнеслись неоднозначно, в том числе и я, потому что я гигантский фанат оригинальных книг Кира Булычева. И я вот все, не помню уже сколько, 9 томов, я их зачитывала просто до дыр. Я могла подойти к шкафу и уже в 100-й раз перечитать какой-нибудь том. У меня любимый, кстати, был, причем не второй мне не очень нравился. Моими любимыми томами был 3 и 7.
третий, где они полетели как раз-таки добывать вот как раз тайна третьей планеты, по-моему, по третьему тому, а в 7 томе это как они прилетели на планету, где все было в таком средневековом стиле, бароны, князья, и Алиса, она пыталась там что-то найти. Не помню. Там у них была какая-то цель, но я помню, что мне было очень интересно это читать. Вот, и поэтому именно в плане как ностальгии мне не очень понравилась эта адаптация. Sorry. Вот, и поэтому решение перенести место действия преступления и наказания из Санкт-Петербурга 19 века в Санкт-Петербург 21 века, он тоже может не всем понравиться. Я в этом плане для меня это не принципиально, но посмотрим, что выйдет. Давайте вот так посмотрим, что выйдет. И поэтому второй вопрос. Как вы считаете, нужно ли переносить время действий произведений из одного времени в другое? Мне кажется, что лучше не надо. Мне кажется, что для своего времени должны быть написаны свои сюжеты. Переходим к дальнейшему макияжу. Я немножечко оформлю свои брови, то есть буквально их немножечко расчешу. Ребята, если что, это мой лайфхак. У меня очень давно закончилась эта тушь, то есть это реально тушь для ресниц. И она очень давно закончилась, то есть она сухая, ее нет. И я вот эту кисточку поэтому просто приспособила к тому, чтобы расчесывать брови. Они у меня и так достаточно густые, они достаточно яркие, поэтому их, как мне кажется, их не нужно дополнительно как-то усилять. Вот. И теперь я просто чуть-чуть их причесываю, придаю им благородного вида. Вот. Так что, заканчивая тему с преступлением и наказанием, ждем экранизацию, будем смотреть вместе. Нейросеть написала книгу. Да-да, вы не ослышались, нейросети теперь стали писать книги. Книга «Механическое вмешательство» состоит из 15 рассказов, написанные авторами совместно с нейросетью. И я не читала абсолютно все рассказы, я прочитала первые 3, которые как раз-таки показывают как раз-таки разные формы, совместно с которой авторы вместе с нейросетью пишут истории. Первый рассказ — это рассказ Ксении Бурской «Никто не пришел». Если говорить о написании, то девушка, автор этого рассказа, она совместно с нейросетью, она задает вопросы чату GPT, что вот я пришла, что я делаю, вот я встретила соседа, была ли у нас любовь, и в таком стиле строится все повествование. Оно мне напоминает, знаете, этакую видеоигру, скорее в книжном плане. Я очень долго пыталась додуматься, на что же мне напоминает подобный стиль повествования, а как оказалось, это видеоигра, потому что нейросеть, она давала несколько вариантов ответа, как бы героиня могла поступить в этой ситуации, и автор уже сама выбирала, что ей удобнее. Пару раз, конечно, нейросеть, она выдавала очень оригинальные ответы из разряда, что там было обсуждение про юбки, и нейросеть сказала, что а вот этот сосед, с которым была любовь или не была, он тоже носил юбки. И там даже автор сама была в замешательстве, потому что она такая: стоп, то есть у меня сосед тоже носил юбки. Это немного странно, но ладно. В целом я могу сказать, что именно как маленький рассказик книга не особо работает, потому что постоянно идут прерывания, постоянно, и ты как будто бы подсматриваешь за чужим диалогом, и это не выглядит при всем при этом как-то литературно обоснованно, это просто ты как будто читаешь чужую переписку. Не знаю, может быть, кто-то любит подобные жанры. Сейчас будем добавлять румяшки. Я поняла, что это немного не для меня. Второй рассказ Яны Вагнер называется «3070». Он уже интересней. Там нейросеть уже выступает скорее как небольшой помощник, и она описывает определенную ситуацию, которая там происходит. Там рассказ повествует о том, что
есть переписка двух друзей, одна в Австралии, другой в Санкт-Петербурге, если я не путаю, и с каждым днем температура в одном городе растет на 1 градус, в другом городе понижается на 1 градус. И вот с 30 градусов до 70 она постоянно растет и постоянно понижается. В чем смысл рассказа? Автор пишет диалоги между как раз-таки вот этим вот мальчиком и девочкой. А нейросеть, она описывает, что происходит по мере понижения градуса. И это очень интересный момент, потому что здесь как рассказ получился лучше, как мне кажется, потому что это было реально интересно читать. По крайней мере, мне было интересно читать то, как нейросеть описывала понижение, повышение температуры, потому что, с одной стороны, это вроде какая-то сухая сводка, с другой стороны, это мне напомнило книгу «Противостояние» Стивена Кинга, где весь город, если вы помните, там весь город заразился страшной болезнью, и периодически автор отходил от основного повествования и описывал, как же эта болезнь прогрессировала и поглощала людей, как она развивалась, и как раз-таки описание нейросети, понижение температуры и также повышение мне очень напомнили описание Стивена Кинга. Но хочу сразу сделать помарочку. Стивен Кинг, он, конечно же, писал лучше, описывал ярче, интересней и разнообразней. Просто такая небольшая сухость повествования слегка отдаленно напомнила этот рассказ. Часть, которую писал человек, мне не понравилась, скажу сразу. Она, как мне кажется, была немножечко унылой. Последний рассказ, который я прочитала, это был рассказ Шамиля Идиатуллина «Упорова Слобода». Здесь вариант работы автором с нейросетью строился следующим образом. То есть изначально автор поспрашивал у нейросети, как развивается сюжет, как происходит развитие персонажей, героев, чем все заканчивается, и потом на основе этой информации автор написал небольшой рассказик. Что я могу сказать по этому рассказику? Вышло странно и скучно. То есть изначально рассказ задумывался как хоррор-детектив, сейчас будем наносить бальзам для губ, чтобы немного смягчить их. Рассказ задумывался как хоррор-детектив, но по итогу было как-то скучно, уныло, и в один момент показалось, что вот-вот сейчас будет очень интересно, но как бы нет. Все стекло в какую-то тоску. Мне так показалось. Ребят, я просто отвечаю за свои впечатления, какие они у меня возникли по ходу чтения. Наносим блеск для губ. Это мой любимый оттенок, мой любимый блеск. Я вот даже буду очень грустить, когда он закончится, потому что уже скоро, вот уже его осталось не так много. Но пока он есть, мы держимся, девочки. Продолжаю рассказывать про Упорову Слободу. Что меня смутило, это большое количество вычурных имен. То есть буквально я их себе выписала. Мойша Пинхусович, Давид Наркисович, Базиль Никодимович. Имена. То есть для меня всегда небольшой звоночек, когда слишком много вычурных имен в тексте, если это при всем при этом не обосновано. Хотя по тексту происходит ситуация, по-моему, где-то в России, либо в стране СНГ, потому что там есть такие имена и Мария Гавриловна, и, есть русские имена. А тут какая-то солянка. Возможно, это подсказал чат GPT, возможно, это придумал сам автор, но мне это казалось непонятным и, конечно же, не впечатлило. Последний рассказ меня как-то больше всех разочаровал. Но если вам нравится слог такой немножечко вычурный, немного старый, то можете попробовать почитать. Девочки, можем радоваться. Нейросетям до написания книг еще далеко. Но, судя по рассказу номер 2, вероятно, что скоро они смогут прогрессировать и писать в стиле авторов, как бы это не было грустно. Так что нам остается только делать? Нам остается писать. Ребята, нам остается только писать. Сейчас я немножечко затушую свой макияж, чтобы он немножечко выровнялся. И переходим к последней новости. Последняя новость, она связана с книгой, которую я сейчас читаю. Она называется «Американские трагедии. Хроника преступлений в США с конца 19 до 21 века».
Ребята, если вы обожаете True Crime, это просто для вас. Во-первых, там несколько томов. То есть, по-моему, томов 7 или даже больше. Я сейчас на 3-м томе. В частности, в тех первых 3 томах, которые я прочитала, были описаны произведения преступления Маджета Холмса, Зодиака и Темного Душителя, но также и вообще маленькие местечковые немножечко преступления, которые вы, возможно, бы никогда о них и не услышали. Очень интересно, очень советую. Ребятки, обожаете True Crime, вот прямо для вас. Там столько описаний, и причем автор, он часто ссылается на другие преступления, описывает в ходе текста героев, и конечно, он описывает героев, но описывая героев, он также приводит различные дополнительные сводки, то есть описывая детектива, который работал в это время, он может также показать, какие еще преступления и как он раскрыл. Очень интересно, очень советую. Если вы любите True Crime, то прямо вот книга прямо для вас. Ну а на сегодня мой повседневный макияж готов. Он немножечко украшен небольшими блестками на глазах, но мне очень нравится. Получилось так нежненько, мило, я в восторге. Пишите, какие литературные новости вы бы хотели обсудить в следующем видео. Я буду их ждать, я буду их просто обожать. Также, скорее всего, следующий выпуск выйдет уже к октябрю, а это означает, что это Хэллоуин, означает, что мы сделаем что-нибудь вау, что-нибудь страшное, что-нибудь такое необычное, и, возможно, наш выпуск разбавится не просто литературными новостями, но и какими-то страшилками. Подписывайтесь на мои соцсети, ВК-сообщество, Телеграм-канал, там вы можете найти очень много интересного о мире литературы, а также у меня есть мой личный Телеграм-канал, где я выкладываю все свои путешествия, в которых я побывала. Скоро там будет Санкт-Петербург. Я была очень рада вас видеть, был очень большой перерыв, я очень по всем вам скучала, так что, ребятки, давайте до новых встреч. Надеюсь, рубрика не забросится. Пока-пока!